Вот здесь я бы хотел вспомнить еще об одном популярном заблуждении. Заблуждение до такой степени абсурдно, что я даже сначала не верил, что люди могут в это верить. Но я, когда столкнулся в Америке и в Европе с многочисленными рейкистами, которые говорили о том, что аура может содержать в себе дырки или пробои, и эти дырки в ауре показывают энергетические проблемы человека. Но, друзья мои, давайте включим логику. Абсурдность этого заблуждения очевидна. Вот задайте себе вопрос. Вот если лампочка светится, свет распространяется от нее, как свет от этой лампочки может иметь дырки или пробои? Но я думаю, что ответ абсолютно очевиден. Вот когда человек думает и уверен в том, что видит энергии, это не означает, что он их действительно видит. Очень часто люди визуализируют картины, которые принимают за реальные. Человек способен визуализировать себе абсолютно любую красочную картину. Но это не означает, что красочная картина обязательно должна соответствовать реальной истине. Следующий вопрос. Можно ли измерить размер ауры? Вот знаете, что многие пытаются это сделать. Даже не думая о том, что сама попытка измерить свет, который распространяется от лампочки в сантиметрах, метрах или километрах, просто выглядит нелогично. Свет распространяется в пространстве абсолютно бесконечно. Но расстояние, на котором мы можем его видеть, различно для каждого из нас. Но поверьте, что это зависит не от размера ауры и не от размера, скажем, распространения света от лампочки. Это зависит только от наших органов чувств, в частности от наших глаз. Те от нас, кто имеют по сильную светочувствительность, способны видеть ауры более большие. Те от нас, кто не обладает такими качествами, для них аура будет выглядеть меньше. Вот когда со мной спорят по этому вопросу, я предлагаю сделать следующее. Вот если вы ночью посмотрите на звездное небо, когда нет облаков, попробуйте сосчитать звезды. Интересно, что для каждого из нас количество звезд на небе будет абсолютно различным. И это количество, которое вы посчитаете, оно не будет показывать истинное количество звезд на небе, а покажет только качество вашего зрения. Вот то, о чем мы говорим в регистрации величины аур, или биополя, или еще чего-то, оно связано исключительно с нашими ограниченными возможностями к регистрации таких явлений, не более того. Как тепло распространяется бесконечно, свет распространяется бесконечно, ароматы распространяются на бесконечное расстояние, но именно мы из-за того, что имеем ограниченный ресурс наших сенситивных возможностей, для нас это имеет конечный размер. Вот если, например, соберем 10 различных рейкистов, которые способны видеть ауры, и одновременно эти рейкисты посмотрят на одного и того же человека, то величина его ауры, естественно, будет для каждого из них различной. И зависеть это будет только от сенситивности каждого рейкиста, но не от самой ауры, которая вообще, как я уже сказал, не имеет пространственных границ и распространяется в пространстве абсолютно бесконечно. А вот если вы, например, посмотрите на несколько человек одновременно, то действительно каждый из вас безошибочно сможет определить, у кого из них аура самая яркая. Это будет означать только одно, что в клетках этого человека содержится наибольшее количество праны в сравнении с другими объектами вашего наблюдения. И даже в этом случае
нельзя будет с уверенностью сказать, что такой человек обладает лучшим здоровьем из всех. Возможно, он просто 5 минут назад подышал с праной, и поэтому его тело в момент так энергизировано. Важно знать, что абсолютно любое наблюдение за аурой носит абсолютно субъективный характер и не может быть основанием для оценки здоровья и тем более духовного уровня человека. Есть люди, которые допускают эти ошибки, и я бы не хотел, чтобы и вы делали то же самое.